Здравствуйте, уважаемые подписчики Мотоателье Ретроцикл. С вами снова мы, и сегодня с вами я, Антон. И расскажу вам об очень интересном мотоцикле ДКВ СБ-200 1935 года. Мотоцикл достаточно интересный, приехал он к нам в каком-то очень страшном состоянии, видимо, очень долго стоял. Он был весь ржавый. Кто-то, видимо, пытался его реанимировать, снимал крышку сцепления, она была наполовину снята. И сгнивший бы он был очень страшно и ужасно. Но, как оказалось, когда стали его разбирать, что все не так плохо, за ним следили, пока он ездил. Крепежик весь, в принципе, открутился. Моторчик разобрался, и тоже был достаточно небольшой износ. Что рассказать об этом мотоцикле, как мы его делали? Во-первых, очень страшная получилась кузовная работа, потому что когда мы его отпесочили, там были сплошные дыры. Переднее крыло было как просто решето. Мы их восстановили, получилось в принципе неплохо. Мотоцикл очень красивый, шпаклевки достаточно небольшое количество. Выглядит он замечательно, он ровненький, красиво едет и катится. Отдельная история — это бак. Баки на этом мотоцикле были хромированные с краской черной. Но бак, который достался нам на этом мотоцикле, был просто ужасный. Так как такое ощущение, что его как кулаками били, что ли. А для нормального нанесения хрома бак предварительно полируется под зеркало. И вот эти вот все ямы доставили очень много проблем. В итоге мы прогнали его через много слоев меди. Мы его меднили, полировали, меднили, полировали. В принципе, для такого страшного бака получилось неплохо. По мотору. Мотор здесь достаточно интересный. Когда его разобрали, износ оказался небольшой. Что поршневой группы, что коленвала, что шестеренок и прочих деталек. Соответственно, подобрали новые поршневые кольца на этот мотор, перебрали коленвал, поставили новые ролики. То есть сейчас новый коленвал, поршневая с новыми кольцами, откинговали цилиндр от ржавчины, там было ее немножко. Соответственно, чтобы он лучше заводился, вместо штатных войлочных уплотнений коленвал поставили сальники. Потому что они очень сильно влияют на качественный запуск мотоцикла. Отдельные проблемы доставило сцепление. Эта модель SB200, в отличие от старших моделей SB350 и следующих, отличается очень малым количеством места под сцепление. Оно стоит внутри шестеренки с пробковыми вкладышами. Как правило, когда я делаю старые мотоциклы, я переделываю сцепление на современные нормальные диски, которые нормально работают. Пробка в принципе не может нормально работать, потому что она от масла разбухает, и оно или буксует, или ведет. Здесь, соответственно, целиком это сделать не получилось, потратили очень много времени, но сейчас оно в принципе работает достаточно хорошо, я думаю, не хуже, чем 90 лет назад, когда этот мотоцикл был новый. Много проблем еще доставила распределительная коробка, в которой находится реле-регулятор и замок зажигания. Она была полностью сгнившая, ломаная, то есть мы ее собирали практически из кусков, максимально сохранили ее в родном виде, получилось очень красиво. Соответственно, родную электронику реанимировать не получилось, она сгнила совершенно полностью.
А, И мы поставили электронные элементы, которые управляют зарядкой аккумулятора. С генератором тоже все получилось, пришлось перемотать статор, он был закороченный, но сейчас он отлично работает и все свои 40 Вт мощности прекрасно выдает. Эта модель достаточно редкая. Мотоциклы СБ выпускались с 1934 года, и после 1935 пошел своеобразный рестайлинг у них. У нас как раз модель 1935 года, она отличается рамой, вилкой и баком. В 1936 году и дальше все это пошло совершенно другое. Соответственно, там другой наклон вилки. И здесь вот больше расстояние, и там у них стоит гудок. У нас очень редкая моделька, у нас гудок стоит сбоку, причем это оригинальный его родной кронштейн. И вилка наклонена назад. В общем-то, такой получился мотоциклик, неплохой, очень намучились с хромом, потому что коррозия была слишком сильная. Но сейчас он блестит, заводится и едет. А я, наверное, с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал Мотоателье Ретроцикл. Меня зовут Антон. Всего хорошего.